На шоссе между городом Блэктон и маленьким поселком Ривервиль воздух пропитался запахом бензина и мокрого асфальта. У придорожного кафе остановилась группа байкеров, десяток мужчин в потертых кожанках. Они смеялись, переговаривались, а их мотоциклы сверкали под солнцем, будто металлические звери. Неожиданно из-за угла выбежала босая девочка лет 7, растрепанные косички, заплаканное лицо. Она подбежала к ближайшему байкеру и, всхлипывая, крикнула: «Помогите! Он бьет мою маму!» Смех мгновенно стих. Старший, широкоплечий мужчина с сединой и шрамом через щеку по прозвищу Рейвен присел перед ней. «Кто, малышка? Где она?» Девочка показала в сторону старого дома у леса. «Дядя, он злой. Он пьет и сказал, что убьет ее». Байкеры переглянулись. Слов не потребовалось. Рейвен кивнул, и через секунду гул моторов прорезал воздух. Девочка сидела впереди у него на байке, вцепившись в его куртку. Дом оказался полуразвалившимся. Изнутри слышались крики и удары. Один из мужчин выбил дверь. На полу женщина, прикрывающая голову, над ней пьяный мужик с ремнем. «Эй!» — рявкнул Рейвен. «Отойди!» Тот обернулся, но не успел сделать шаг. Байкер поднял его за воротник и бросил к стене. Остальные помогли женщине подняться. Девочка бросилась к матери и заплакала у нее на груди. Рейвен посмотрел на мужчину холодно. «Еще хоть раз тронешь ее, вернемся, и разговоров не будет». Он передал женщине воду, достал аптечку. Девочка не отпускала маму, дрожа. «Все хорошо, малышка», — тихо сказал Рейвен. «Теперь вы в безопасности». Когда они уезжали, солнце садилось. В зеркале заднего вида Рейвен видел, как девочка машет им рукой, впервые улыбаясь. Через 3 дня байкеры вернулись. Привезли коробки с едой, одежду и плюшевого мишку. Женщина встретила их у дома, с усталым, но спокойным лицом. Девочка в чистом платье подбежала и обняла Рейвена за ногу. «Мама сказала, вы ангелы на мотоциклах», — прошептала она. «Нет», — ответил он, улыбнувшись. «Просто люди, которые не проходят мимо». Они помогли починить дверь и крышу, а один из парней, Ник, связался с юристом, чтобы женщине оформили заявление и документы на жилье. Та не сдержала слез, не верила, что кто-то может помогать просто так. Перед отъездом Рейвен протянул девочке маленький красный шлем. «На память. Когда вырастешь, будь смелой, как твоя мама». Она прижала подарок к груди и кивнула. Моторы снова заревели, оставляя за собой пыль и эхо свободы. На холме у дороги женщина стояла, держа дочь за руку. В ее глазах больше не было страха, только спокойствие и надежда. А девочка, глядя вслед ревущим мотоциклам, шептала: «Спасибо, мои рыцари».